Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы давно-давно работали. Ну, естественно, с новым узорчиком. Итак, сразу акцентирую ваше внимание. Вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Самое главное, правильно подбирайте крючок. Я рассказываю о пряже, которой непосредственно буду сегодня показывать образец. Итак, в моем случае сегодня у меня пряжа Мадам Трикот. Называется она Merino Gold. И смотрим, что же это у нас за ниточки. Итак, смотрите, моточек 100 грамм, в 100 граммах 400 метров. Это 30% мериносовая шерсть и 70% акрил. На ощупь, конечно, очень-очень мягко. И нам здесь, получается, советуют брать спицы, потому что вся секционная пряжа очень хорошо смотрится в спицах. Но мы крючковязы тоже хотим попробовать, правильно? Ну и тут пишут нам, получается, 4-4,5 миллиметра. Дело в том, что я данную пряжу вязала, когда обычным крючком, я вязала крючком номер 3. Ну, а сегодня мы, получается, будем вязать вот таким вот большим длинным крючком. Так, он называется тунисский крючок. И размер, получается, я у него беру, вот, смотрите, 3,5 миллиметра. Угу, чтобы у нас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Давайте я, например, наберу 3 раппорта. Еще дополнительно 5 петелек для того, чтобы узорчик ровно закончился. Это получается 35 воздушных петелек. И 2 кромочные петельки по бокам. Получается итого 37 воздушных петелек набираю я. Вы набираете сколько вам удобно. Не забываем, что крючок тунисский мы держим именно как спицу. Так, иначе держать неудобно. Все остальное, как всегда, как с обычным крючком. То есть мы сделали петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот, это будет мой будущий образец. Далее, смотрите, вот на крючке у меня петелька, так? Одну петельку от крючка мы отступаем и во вторую аккуратненько ныряем, вытягиваем, получается, ниточку и держим ее тоже на крючке, не провязываем. В следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку, держим петельку. Нырнули в следующую петельку, вытянули ниточку, держим. И так далее. Шагаем по нашей цепочке, ныряем в каждую петельку цепочки, вытягиваем ниточку, держим на крючке. Сами себя контролируем. Количество петелек на крючке, какое у нас получится, равно количеству петелек, которые мы набрали в цепочке. То есть я набрала 37 воздушных петелек, значит, у меня должно получиться 37 петелек на крючке. Не сложно? Не сложно. Вот так вот давайте до конца ряда самостоятельно шагаете, набираете петельки на крючок. В конце ряда встречаю. Угу. Давайте, у вас все получится. Так, смотрите. Вот мы набрали все петельки на крючок. Все ровненько, аккуратненько. Теперь мы должны будем вернуться на начало нашего ряда. Смотрите, как мы это делаем. Вначале мы провязываем, вот так берем ниточку и провязываем одну петельку. Оп, провязали. А далее будем провязывать по 2 петельки. Крючок берете как вам удобно. Ближе, дальше. Берете петельки, либо наоборот держите за краешек. Да? То есть на ваше усмотрение, как вам удобно. Итак, берем ниточку и провязываем 2 петельки. 1 и 2. Опять взяли ниточку и провязали 2 петельки. 1, 2. Берем ниточку, провязываем 2 петельки. 1, 2. Несложно, да? То есть все. И вот так вот вы шагаете до начала ряда, провязывая по 2 петельки. Вообще никаких сложностей не должно у вас вызвать. По итогу у вас получается вот такие вот вертикальные капельки. Так? И все. И ничего сложного. Самый быстрый ряд. Шагаем до начала ряда, провязываем по 2 петельки. Давайте самостоятельно. В начале ряда я вас встречаю. Договорились? У вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали, да, до начала ряда. Вот такие вертикальные капельки у нас получаются. Такая вот гусеничка, да. Как мы заканчиваем ряд?
Точно так же. 2 последние петельки мы провязываем вместе. Все, ничего сложного, ряд закончен. Далее смотрите, делаем накид вот именно спереди назад. Оп, видите, вот таким вот образом. И вот наша стеночка передняя, да, получается передняя половинка нашей капельки. Беремся вот так вот за нее, возвращаем обратно ниточку, так, и провязываем получившуюся петельку. Оп, понятно? Еще раз, второй раз, спереди назад накид сделали, захватили переднюю стенку капельки, возвращаем ниточку обратно, и теперь вот эту вот петельку мы провязываем. 2, спереди назад опять сделали накид, опять передняя стенка капельки, возвращаем ниточку на место и провязываем нашу петельку. 3, спереди назад накид, берем за переднюю стенку капельку, возвращаем ниточку на место и провязываем петельку. 4, спереди назад накид, опять получается берем следующую петельку, да, переднюю стенку, возвращаем ниточку назад и провязываем 5. Вот это у нас получается кромочная, понятно? А вот 1, 2, 3, 4, 5 мы провязали. Далее смотрите, следующие 5 петель, как мы набираем. Также точно беремся за переднюю стенку нашей капельки и просто обычно вытягиваем ниточку. 1, следующую 2, следующую 3, следующую 4, следующую 5. На спицах как будто похоже, если бы как бы спицы, да, то изнаночные, да, и лицевые. То есть вот 5 петелек таких мы провязали, 5 петелек таких. Дальше опять точно так же делаем накид спереди назад, захватываем переднюю стенку, опускаем ниточку обратно и точно так же провязали 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Вот, как только 5 провязали петелек, опять просто обычным способом набираем наши петельки. Точно так же. 1, 2, 3, 4, 5. Поняли, да? Все. И чередуйте. 5 петелек таких провязали, 5 таких, 5 таких, 5 таких. И до конца вашего образца. Договорились? Несложно. Если что, перематывайте чуть-чуть назад. Смотрите, как провязывается. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Все, давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали практически до конца ряда. Вот такая картина у нас по итогу получается. И как мы заканчиваем наш ряд. То есть точно так же провязали опять 5 петелек, да, скажем, с накидом. У нас остается последняя петелька, мы, как кромочно назовем ее. Мы просто ныряем в нее, вытягиваем ниточку. Все, наш ряд закончен. Как мы возвращаемся обратно на начало ряда? Смотрите, первую петельку мы провязываем одну, а дальше смотрите по 2 петельки. 1, 2 петельки, 2, 2 петельки, 3, 2 петельки, 4, 2 петельки, 5, 2 петельки. Угу. И у нас мы переходим, получается, встречаем вот наши 5 петелек, которые мы просто обычным способом набирали. 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Перед ними, прежде чем их провязать, мы должны будем сделать 2 воздушные петельки. Смотрите. 1, 2. Понятно? А далее захватываем ниточку и получается все петельки, вот эту петельку и остальные 5 провязываем вместе. Итак, смотрите. Провязали 1, 2, 3, 4, 5. Понятно? То есть оно у вас соберется, получается, как лапка. Вот так вот. Опять делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. И опять провязываем следующие 5 петелек по 2. 2 петельки 1, 2 петельки 2, 2 петельки 3, 2 петельки 4, 2 петельки 5. Как только 5 провязали, да, вот опять наши обычные 5 петелек, перед ними делаем 2 воздушные петельки. 1, 2.
Далее все петельки, получается, первая петелька, которая на крючке, и вот эти вот 5 петелек провязываем все вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Провязали. Опять вот такая лапка получилась. Собрали петельки вместе. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И следующие петельки по 2. 2 петельки. Раз, 2 петельки, 2, 2 петельки, 3, 2 петельки, 4, 2 петельки, 5. Все, сами себя контролируем. Все верно, все ровно, нигде не ошиблись. Опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И остальные петельки вместе с петелькой вот этой первой, да, и остальные 5 провязываем вместе. Итак, раз, два, три, 4, 5. Есть. Опять 2 воздушные петельки. И заканчиваем, получается, по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. 2, ну и вот как бы наша кромочная, да, 2. Вот, смотрите, что по итогу получается. Пока первоначальная красота вот такая вот, то есть у нас здесь формировались 2 арочки и вот такая вот лапка, да. Потом обычные столбики стоят, опять 2 арочки и между ними лапка. Опять обычные, да, столбики стоят, 2 арочки и вот такая вот лапка. Угу. У вас также? Надеюсь, у вас также. Идем дальше. Итак, точно так же первые 5 петелек мы набираем с накидом. Накид. За переднюю стенку взялись, ниточку вернули обратно и провязали по петельку, которая у нас сформировалась. Накид. Следующую петельку точно так же берем за переднюю стенку, ниточку возвращаем и провязываем петельку. 2. Накид. Следующая получается петелька точно так же. Вы уже умеете провязывать. 3. Накид. Следующая, вернули ниточку. 4. Накид. Следующая петелька, вернули ниточку. 5. А теперь будьте внимательны. У нас здесь, получается, с вами было 2 воздушные петельки. Так? Вот мы беремся, получается, за первую петельку цепочки и делаем вот так вот. Раз, взяли петельку, за вторую петельку цепочки 2. Затем за верхушку, вот нашей лапки, беремся за верхушку, да, и делаем 3. Опять 2 петельки цепочки 4 и 5. Поняли, да? То есть наша с вами задача, получается, сделать 5, получается, петелек у нас идут с накидом, 5 петелек обычных. Дальше опять 5 петелек с накидом, 5 петелек обычных. Как мы обычно набираем, поняли, да? У нас здесь были 2 петельки, получается, в цепочке. Мы в каждую петельку нырнули, затем мы вернули верхушку лапки, взяли петельку и еще 2 петельки цепочки. Понятно? Не сложно? А вот остальные петельки с накидом делайте все то же самое. Надеюсь, понятно. Давайте до конца ряда наберем. И в конце ряда посмотрим, что получается. Угу. Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите. Вот что по итогу у нас получается. То есть мы опять набрали нужное, так скажем, да, начальное количество петелек. Как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же, вот наши 5 петелек с накидом мы провязали. И последняя петелька наша кромочная, мы просто в нее ныряем. Вот таким вот образом. Нырнули и вытянули ниточку. Все, наш ряд закончен. Далее возвращаемся к началу ряда. Первая петелька у нас провязывается 1. Далее провязываем по 2 петельки 5 раз. Помните, да? 2 петельки раз, 2 петельки 2, 2 петельки 3, 2 петельки 4, 2 петельки 5. Теперь вот мы встречаем, да, наши 5 петелек, которые мы набрали. Вот 5 петелек. Перед ними делаем, помните, да, 2 воздушные петельки. Раз, два, а затем все петельки, да, первая петелька, вот она, и остальные 5 петелек провязываем вместе аккуратненько. Раз, два, 3, 4, 5. Берем крючок так, как вам будет удобно. Как только провязали, да, схватили вот в эту лапку, получается петельки, делаем опять 2 воздушные. Раз, два. И остальные, получается, петельки, которые у нас с накидом были набраны, мы провязываем по 2 петельки. 2 петельки раз, 2 петельки 2, 2 петельки 3, 2 петельки 4, 2 петельки 5.
И опять вот наши 5 петелек. Видите, да? Мы их точно так же опять провязываем вместе, формируем лапку. До этого делаем 2 воздушные. Раз, два. Далее провязываем, делаем нашу лапку. Раз, два, три, 4, 5. 2 воздушные. Раз, два. И опять провязываем по 2 петельки. Поняли, да? То есть по итогу у нас получается над каждой лапкой формируется еще одна лапка. Угу. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. Ну, в нашем случае до начала. И здесь я вас опять встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот мы довязали практически до конца. Вот у нас над лапкой лапка, над лапкой лапка. Все аккуратненько, все ровненько. Опять мы заканчиваем ряд точно так же. Провязываем 2 наши петельки. Тут без изменений. Так. И следующий ряд мы точно так же делаем. То есть опять мы делаем 5 столбиков с накидом. Да? Дальше просто набираем 5 наших петелек. Опять с накидом, да, делаем петельки. Набираем просто обычные петельки с накидом. Обычные с накидом. И возвращаемся точно так же. По 2 петельки провязываем. Далее мы провязываем, получается, когда наберем до нашей петельки. Здесь у нас будет 2 воздушные и опять лапка. 2 воздушные. 5 петелек по 2. 2 воздушные, лапка. Поняли, да? То есть все, узорчик наш уже сформирован. Нам необходимо просто вырастить его, то есть увеличить в объеме и посмотреть, что в итоге получится и как в данной пряже будут меняться цвета. Ну что, встречаемся через несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Должно получиться очень-очень красиво. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Посмотрите, какая выходит красота. Вначале я не думала, что красиво будет. Думала, будет как-то так себе, да. А он, смотрите, плотно ажурный. И когда вы поймете принцип узорчика, в эту плотную часть можете либо делать шире, да, то есть не 5 столбиков у вас будет, 5 петелек, а может быть 7, 10, там 20, да. Либо наоборот уменьшать, будет может быть 3, 2, остальная часть будет ажурной. Почему бы нет? Пробуйте, экспериментируйте из любой пряжи, не только из секционной. В моем случае получается, видите, как розовенькая, нежно-сиреневенькая, голубая, синяя, голубая и обратно пошел, да, как бы отчет, но при этом получается розовый, потом будет сменяться таким нежно-нежно-бежевым, а после бежевого пойдет обратно розовый, вот такой нежно-сиреневый, голубой, синий и так далее. То есть, ну, интересно вязать. И секционной пряжи очень интересно вязать, потому что ждешь, когда будет переход на следующий цвет. Вяжется очень быстро. Давайте посмотрим, как тянется в моем случае. Да? Вот так вот тянется в моем случае из моей пряжи. Изнаночка. Все ровненько, аккуратненько. Лицевая сторона. Конечно, применить данный узорчик, пока я вязала, идей море. Начиная от юбочки платьишка. Гляньте, еще краешек такой волнистый. Он сам так сделался. Помните, он был же ровненький. Он сам вот так вот, получается, волной пошел. И кофточки, кардиганчики, шарфики, снудики. Если это будет большая такая толстая пряжа, снуд на зиму будет шикарно и необычно. Да? Попробовать надо. Обязательно надо пробовать любые изделия. И, конечно, вашей рукой, вашей пряжей. Давайте замерим красоту. Сегодняшнюю красоту. Я набирала 37 воздушных петелек. Если эта же пряжа, этот же крючок, моя плотность вязания, то вот в моем случае, например, это 16 точно сантиметров. Так, сейчас выровню. 16 сантиметров. А тут получается, конечно, много рядочков я провязала. Ну, получается, одна лапка у нас, да, это вот одна лапка, это 2 ряда, да, поэтому считаем. Ну, наборный ряд, 2 ряда. Потом 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. То есть, гляньте, еле остановилась, что называется. Очень быстро вяжется, очень легко, очень все понятно. Давайте, получается, по самой как бы высокой точке, да, замерим. Это получается, ну вот, 13,5 сантиметров. А по самой низкой, да, чуть-чуть поменьше будет. Ну, 12,5 сантиметров. На сантиметр. Как вам? Кто-то, если вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали, что у вас получилось, какой пряжей. Кто не вязал, подбрасывайте идейки. Нам будет интересно, чаты читают, кому-то это поможет, да, определиться с выбором интересного изделия. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты, смотрите в удобное для вас время. Ну что, всем ровных петелек.
Встретимся в новых видео. Пока-пока.